Изопропиловый спирт — это химическое соединение, которое входит в состав антисептиков и других товаров бытовой химии, таких как лосьоны и косметика. Но наряду с этим он используется и при синтезе зарина — смертоносного отравляющего вещества нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии. Как такое возможно? Что такое химикат двойного назначения? Говоря простым языком, химикат двойного назначения — это вещество, которое может быть использовано как в законных мирных целях, так и во вред. В мире таких веществ очень много. Мы используем их в быту, в домашних условиях, в больницах, автомобилях и школах. Они входят в состав продукции, используемой для того, чтобы красить стены, писать письма и мыть волосы. Но некоторые из этих химикатов могут применяться как оружие или использоваться для производства химического оружия, часто со смертельными последствиями. Например, хлор — это химикат, который широко используется в повседневной жизни. Применение хлора делает питьевую воду безопасной и обеспечивает чистоту плавательных бассейнов. Он используется в производстве сотен изделий, включая бумагу, краски и текстиль. Но при ведении боевых действий хлор использовался как боевое отравляющее вещество удушающего действия. Более тяжелый, чем воздух, при вдыхании хлор становится ядом, который вызывает скопление жидкости в легких, медленно удушая своих жертв. Триэтаноламин — еще один распространенный химикат, используемый при производстве таких средств, как солнцезащитные кремы, жидкости для мытья посуды, дезинфицирующие средства для рук, кремы для бритья, увлажняющие кремы, шампуни и средства для снятия макияжа. Но он также является прекурсором азотистого иприта, отравляющего вещества кожно-нервного действия, разработанного после Первой мировой войны для применения в качестве химического оружия. К тому же типу веществ относится и сернистый иприт, во время войны ставший причиной слепоты, увечья и гибели тысяч солдат. Фосген — это вещество, широко используемое в производстве пластмасс, а также для изготовления полиуретана, представляющего собой гибкий пеноматериал, который применяется при изготовлении мебели и матрасов. Однако во время Первой мировой войны газообразный фосген использовался в качестве отравляющего вещества удушающего действия и стал причиной большинства смертей, вызванных применением химикатов. Как и многие другие боевые отравляющие вещества, он действует неизбирательно, поражая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Как же мы можем обеспечить свою безопасность при наличии химикатов двойного назначения? Здесь на помощь приходит Конвенция о химическом оружии. Конвенция о химическом оружии — это международный договор, призванный избавить мир от химического оружия. Эту конвенцию подписали и ратифицировали 193 государства. Вступив в ряды государств-членов Организации по запрещению химического оружия ОЗХО, они ведут совместную работу по осуществлению конвенции. Конвенция о химическом оружии запрещает разработку, производство, накопление, передачу и применение химического оружия. Однако в ней также признается наличие у многих химикатов двойного назначения и подчеркивается, что они имеют важное значение для промышленности и развития. Химикаты двойного назначения разрешено использовать в целях, не запрещаемых по Конвенции, например, в промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических, защитных или иных мирных целях. Многие из этих токсичных химикатов находятся под постоянным надзором в рамках режима проверки, предусмотренного Конвенцией. Ради укрепления практики химической безопасности и техники безопасности ОЗХО и ее государства-члены ведут совместную работу на глобальном, региональном и национальном уровнях. Это снижает риск перенаправления химикатов двойного назначения на производство химического оружия. Химикаты двойного назначения являются неотъемлемой частью нашего мира, а Конвенция о химическом оружии направлена на обеспечение того, чтобы они использовались исключительно на благо человека. Подробнее на сайте opcw.org.